Друзья, приветствую вас всех, и сегодня мы детально рассмотрим торговую стратегию «Бомж». А пока вы усаживаетесь поудобнее, я расскажу вам маленькую историю. Жил-был бомж, и был он не молод и не стар, а так лет 43. Жил он где-то на окраине Бруклина, в подвале старого многоэтажного дома, куда ему разрешил поселиться домовладелец за то, что он убирал прилегающий к дому участок от всякого мусора. И была у него, как, наверное, и у всякого бомжа, мечта – стать богатым. Да что там бомжи, у большинства людей на этой планете есть такая мечта. И вот как-то раз, копаясь в больших мусорных баках в поисках чего-нибудь вкусненького, наш бомж заметил неподалеку старенький, пожелтевший от времени Макинтош. Компьютер, аккуратно завернутый в прозрачный полиэтиленовый мешок с какой-то наклейкой. Забыл, наверное, кто-то, подумалось ему, но, подойдя поближе, он прочитал наскоро написанную красным фломастером надпись «Подарок бомжу». «Мне подарок!» – обрадовался он и, схватив свое нежданное счастье, утащил его к себе в подвал. На удивление компьютер еще работал, только подвисал немного. Он договорился с домовладельцем насчет интернета за дополнительные услуги и с тех пор стал шариться по просторам интернета, благо времени у него было предостаточно. По прошествию времени его любимым занятием стало чтение биржевых сводок, просматривание акционных индексов и изучение деривативных графиков. Он даже зарегистрировался на одной онлайн-бирже и целыми днями юзал демо-версию. Вся эта тема давала ему обильную пищу для фантазии, и в своих мечтах он давно уже был богат. Только вот утром спросонья ему приходилось снова иметь дело с жестокой реальностью, и ему уже вскоре начало казаться, что он сходит потихонечку с ума. Так бы, наверное, и произошло, если бы он одним прекрасным днем не узнал о новом хайпе – криптовалютной лихорадке. На одной криптовалютной бирже, на которой он зарегистрировался, не было демо-версии, и ему ничего не оставалось, как рассматривать бешеные графики разных альткоинов. И тут он заметил то, что навсегда перевернуло всю его жизнь. Он обнаружил, что некоторые монеты, особенно молодые, страдают очень странной болезнью. Они довольно часто обваливались не просто на 10-15%, как это делали нормальные акции и валюты, а улетали вниз на все 50, 70 и даже 90%. Но тут же быстро возвращались к своим прежним значениям. Ему хоть и непонятны были причины такого недуга, но выгоду, которую из этого можно было извлечь, он оценил сразу. «Вот бы хоть немного денег», – думал он, – «я бы непременно кое-что попробовал». И как будто сама фортуна сжалилась над ним, когда в подоле одного выброшенного пиджака, еще сильно пахнущего дорогим парфюмом, он нашел провалившуюся туда через дырявый карман смятую 100-долларовую купюру. Потрясенный данной находкой, он долго не мог решиться, куда же ему пойти – в Макдональдс или в банк. И все же, хоть и голодный, он направился навстречу своей мечте, попросив у входа одного доброго человека помочь ему открыть банковский счет, и стал ждать получения своей первой в жизни кредитной карты. А пока он ждал, он выписал все монеты, страдающие странной болезнью, и выбрал 3 из них, которые болели пару раз в месяц и падали в обморок достаточно глубоко. День, когда он расставил ордера на покупку этих 3 монет по $33 на каждую, был, наверное, самым счастливым днем в его жизни. Через неделю сработал первый ордер, принесший ему двойной профит. На второй неделе сработали остальные ордера. Его тактика работала. Через месяц на его счету было уже $500, через 2 – 2000, а к концу 3-го месяца – $7000. А через полгода он уже смог купить себе маленькую квартирку. Где он сейчас и чем занимается, это неизвестно. Жирует, наверное, где-то на Майами, а может, приют для бомжей строит. Этого никто не знает. Так что же обнаружил он? Какова была его стратегия? В качестве платформы будем использовать биржу Binance, так как данная стратегия эффективна на площадках, где представлено много молодых монет, а на Binance их предостаточно. Давайте возьмем, к примеру, монету PIVX и рассмотрим ее на 5-минутном графике. Это было совсем недавно, 1 февраля. И видим, что она обвалилась аж на 97% и тут же вернулась к своим прежним значениям. То есть, если бы вы поставили вот сюда ордер на покупку, инвестировав всего $33, то через пару секунд после того, как ордер сработал, ваш профит составил бы 3350%.
Или, другими словами, вы бы заработали более 1100 долларов. Такое бывает, конечно, редко, но все же бывает. Давайте посмотрим на другую монету – Ripio Credit Network. 20 января она провалилась на 68% и тут же вернулась обратно. Из 33 долларов стало бы 105. 20 же января монета OAX шмякнулась на 83% и тут же очухалась. Профит составил бы 500%. И такое происходит не раз и не два. У очень многих молодых монет это происходит постоянно, пусть и не на такой большой процент, а время от времени бывают просто колоссальные обвалы. Каковы же причины таких обвалов? Это происходит в двух случаях. Первое – это когда кто-нибудь из больших инвесторов решает выйти большой суммой. И второе, когда разработчики или владельцы компании используют данную манипуляцию для того, чтобы закупиться своей же монетой подешевле и в большом количестве. То есть, если скинув большую сумму, им удается уронить цену, процентов на 15-20, она входит в зону, цена, где расположено основное количество стоп-лимит ордеров других пользователей. И тем самым возникает лавинообразный эффект обвала цены на следующие 40, 60 или даже 70% в зависимости от ситуации. Но так как в глубоких зонах расположены также и лимит ордера на покупку, то монета быстро откупается обратно в авторежиме. Иногда у манипуляторов не получается обвалить цену достаточно сильно, но в любом случае, выставив множество ордеров на самых разных уровнях поэтажно, манипуляторы таким образом откупают эту же обваленную монету по более низкой цене. Конечно, чтобы вызвать такую лавину, манипуляторам приходится оперировать очень большими суммами. К примеру, капитализация монеты PIVX составляет 350 миллионов долларов. Чтобы обвалить ее на 10%, необходимо почти мгновенно вынуть 35 миллионов долларов. Чтобы войти в 20% зону, где выставлены основные стоп-лимит ордера других пользователей, необходимо шевельнуть уже 70 миллионами долларов. В этом случае стоп-лимит ордера десятков тысяч пользователей будут срабатывать и закрывать позиции, что повлечет за собой уменьшение капитализации этой монеты еще так тысяч на 100. А это в сумме уже половина всей капитализации данной монеты. Другими словами, цена упадет в 2 раза, то есть на 50%. Теперь, если манипуляторы на этом уровне, минус 50%, предварительно разместили лимит ордера на покупку на те же 35 миллионов, то они приобретут на нее в 2 раза больше монет. То есть, чисто теоретически профит в этом случае составит 100% за пару минут на абсолютно ровном месте. Конечно, не стоит забывать, что и другие пользователи, зная о таких интервенциях, выставляют не только стоп-лимит ордера на продажу в 20% зоне, но и ордера на покупку в той же 50% зоне, что и помогает возвратить цену к прежним значениям. Как говорится, выигрывают, тот, конечно, кто поумнее, да поопытнее. Для этого даже простым пользователям приходится привлекать для таких целей дополнительный капитал, так как наряду с капиталом, уже истраченным на покупку монеты ранее, приходится еще замораживать капитал в лимит ордерах на дополнительную покупку в этой глубокой ценовой зоне. Более опытные трейдеры размещают даже несколько ордеров в 20, 30, 45, 60 и 85% зонах. Да, денег на это уходит много, но эффект при удачном стечении обстоятельств просто потрясающий. Как вы уже заметили, наш бомж поначалу покупал монеты на удачу только одним дешевеньким ордером в очень глубоких зонах. Так же можете делать и вы. Итак, проанализировав все монеты, можно отобрать те, которые очень часто падают процентов на 50, а потом снова восстают как феникс из пепла. Конечно, для этого необходим дополнительный капитал, но если инвестировать долларов по 30, то на 10 таких монет хватит суммы в 300 долларов, что уже не кажется таким расточительством. Тем более, что монеты покупаются только в том случае, если почти гарантированно сразу же дают ощутимый профит. В этом и есть огромное преимущество. Уж если купил, то по-любому с профитом.
а ждать приходится только провала, зато с гарантией. Ведь просто купив монету, тоже ждешь иксов, да и гарантий никаких нет. А тут если купил, то сразу заработал, продал и выставил новый ордер в глубокую зону на покупку. В общем, эта методика очень подходит новичкам, которые особенно осторожны и бережливы. Вот так коротко по данной стратегии, коротко по биткоину на текущий момент. То, что происходит сейчас, не должно вас пугать. Такое уже было в прошлом году, и, как видите, ничего страшного не случилось. Во второй половине февраля закончатся китайские празднества, и рынок опять начнет восстанавливаться. Так что надо немного потерпеть. В следующем видео мы рассмотрим стратегию Сталкер. Она более сложная, поэтому пока тренируйтесь вот на этой стратегии, а там дальше мы рассмотрим Сталкер. Так, постепенно у вас выработается несколько тактических приемов, и дальше будет уже намного проще. Наряду с тем, что вы должны дифференцировать ваш портфель несколькими монетами, вы должны его также дифференцировать разными стратегиями. Именно вот такой компот и даст вам наилучший результат. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Можете поделиться данным видео с приятелями и знакомыми, чтобы у них тоже была возможность научиться торговать с существенным профитом. Советую также подписаться на мой телеграм-канал. Там я размещаю 1-2 поста в день и только то, что считаю важным на текущий момент. Если вы торгуете по моим рекомендациям, то он вам будет очень кстати. А на сегодня благодарю за внимание, желаю вам удачи и спасибо вам за то, что вы все еще здесь.